Лечение и восстановление орхидеи с одним листом. Для этого в первую очередь нам необходимо орхидею вылечить, избавить ее от грибка, а потом приступить к подбору правильного, идеального способа реанимации орхидеи с последующим наращиванием корней. У этого экземпляра коллекции моей орхидеи есть шанс на спасение, поскольку лезет новый листик, но тем не менее имеется пятнышко на шейке стволики, а именно вот такое вот образование, пигмент серого окраса свидетельствует о наличии гнили шейки орхидеи. Он может быть коричневого пигмента, серого, черного. То есть все это показатели наличия патогена в области шейки орхидеи. Поэтому первое, что вам необходимо и мне начать и приступить к чему, это обработки такого участка препаратом с фунгицидным действующим веществом. Для того, чтобы подобрать идеальный компонент, я решила отдать предпочтение известному фукарцину. В области орхидееводства этот препарат, конечно, не набрал такого пика популярности и не зарекомендовал себя в качестве фунгицида как такового. Но узнав о нем и рассмотрев его в контексте реанимации в целом, для того, чтобы восстанавливать семена, для того, чтобы их оживить, обеззаразить. То есть в контексте, в разрезе именно семенного сейчас календарного периода я открыла для себя новую страницу использования фукарцина для восстановления, для лечения, в том числе орхидеи. Для меня это было в новинку, но я решила попробовать, и мне понравилось. Поэтому сегодня мы очередную мою реанимашку, уже третью по счету, хочу именно поставить на ноги с помощью этого препарата взамен от известных аналогов фундазола, бинамила, максима. Поэтому попробуем и его, и вам рекомендую настоятельно. Прежде чем приступить к обработке уже обозначенного участка уязвимого, поврежденного, необходимо подготовиться. Это одеть обязательно перчатки и взять пипетку для глаз. Это поможет вам точечно обработать тот участок, не заходя на живые, такие здоровые участки этой шейки. Для нас это принципиально важно. Также хочу обратить ваше внимание и дополнительно уделить такому вопросу минуту, секунду времени для того, чтобы вы смогли потом уже после обработки сравнить, как смогла адаптироваться орхидея после такого препарата, весьма необычного, непривычного для использования на орхидеях непосредственно. Итак, тургор одного листа этой орхидеи в безупречном состоянии. Поэтому наша задача, которую мы преследуем, это, конечно же, сохранить то, что имелось, ускорить рост этого нового листика, который поможет, в свою очередь, вызвать новообразование корней. Сегодня тщательно зачищать это место под шейкой, то есть касаемо корневой системы, я не стану, по той простой причине, что дополнительно создавать какие-то свежие места среза и как-то утяжелять процесс затягивания ран я не стану. Наша задача сейчас остановить конкретно разрастание пораженного участка в зоне, в области шеи. Поэтому сейчас вот этот участок серого окраса, такой вдавленного нашей гнили, мы обработаем препаратом фукарцина. Для удобства процедуры можно воспользоваться кисточкой, ватной палочкой или же капнуть с пипетки. Мы используем концентрат в чистом виде, не разбавленный препарат фукарцин. То есть как-то готовить поливочную воду, раствор мы не станем. Наша задача обжечь этот участок, вот полностью обеззаразить. Поэтому мы готовим в неразбавленном, в чистом виде, используем сразу с флакончиком. Опять-таки можно использовать для гигиены. Это ватный диск, ватную палочку или так, чтобы можно было прям-таки полностью, аккуратно, точечно, целенаправленно обработать вот конкретно этот небольшой участок. О пользе и необычайной эффективности использования препарата фукарцин для лечения растений я узнала на форумах дачников-огородников в контексте, когда я искала, как обеззаразить семена. И теперь осталось аккуратно нанести фукарцин на пораженный участок гнили шейки орхидеи. Проводим эту процедуру очень аккуратно, потому что наша задача обработать то, что уже подверглась гнили, но при этом стараясь не задевать по возможности здоровую ткань на шейке.
потому что, конечно же, это может вызвать ожог здоровой ткани, который сейчас абсолютно мы никак в этом не заинтересованы, потому что это будет дополнительно сверху какой-то стресс растения. Конечно, впервые об этом узнал, может показаться, что этот препарат не способен остановить развитие патогена грибка. Но на самом-то деле, попробовав хотя бы раз, вы убедитесь в том, что фукарцин на самом-то деле весьма недооценен. Зря абсолютно недооценен многими цветоводами, потому что такой банальный, простой, аптечный флакончик способен также точно ровным счетом бороться с грибковым заболеванием. В этом мы убедимся спустя некоторое время после обработки. Сейчас я вам покажу, что вся наша шейка уже смогла быть обработана этим препаратом. Также не стоит заливать орхидею фукарцином. Как ни крути, в чистом виде все-таки он может нанести вред вашему растению, если вы переусердствуете, если вы, что называется, полностью зальете шейку орхидеи и не сможете потом, как судить, рассматривать состояние пигмента. То есть вы уже не сможете проконтролировать и узнать, разрослось ли пятно, потому что пигмент будет окрашен, и как-то вовремя вмешаться, как-то уследить утечку или же то, что вы все-таки малоэффективно провели процедуру, будет затруднительно. Поэтому делаем все с максимальной осторожностью, аккуратно, не спеша. И, конечно же, потом можно будет следить за этим пятном каждый день. Следующую повторную процедуру я сделаю спустя пару дней, поскольку ситуация весьма критичная, то есть орхидея всего лишь с одним листом, то мне придется процедуру провести буквально вот на днях повторно, даже несмотря на какое-то видимое первое улучшение состояния, к примеру. Поэтому, конечно же, следите, мы будем обязательно повторять, а сейчас я хочу показать, каким способом, куда я поставлю это растение, потому что это немаловажный момент, что делать дальше после обработки, потому что орхидея с одним листом, практически без корней, с таким вот старым остатком, который, конечно же, несет в себе еще какую-то пользу. То есть, если сейчас я орошу эти корни, они окрашиваются в зеленый цвет, а значит, они все-таки еще дееспособны. Кстати, дополнительно по этой еще причине я все-таки не стала их удалять секатора. Но, тем не менее, этот вопрос остается в подвешенном состоянии, то есть все-таки там есть какие-то, возможно, остатки патогенной микрофлоры, потому что вот такие вот почернения, старые закрытые корни, закукленные корни, какие-то ободочки черные, перетяжки. Все это, конечно же, нездоровая обстановка для корневой орхидеи, поэтому, конечно, также нужно будет вопрос распутывать, решать. Итак, что касается способа реанимации орхидеи. Об этом уже есть видео на моем канале. Мы будем использовать такой компонент, обычный, привычный, аптечный, вату, не стерильную. Подойдет абсолютно любая, которая у вас есть. Мне безумно понравился этот способ, потому что это малозатратно, как по времени, так и по бюджету, но при этом это дает возможность лояльно, оптимально снабжать орхидею необходимым уровнем влажности. Подготовим для этого прозрачную любую емкость. Лучше стеклянную, можно пластмассовую, абсолютно любую. Главное, чтобы все-таки стенки были прозрачные, потому что так удобнее наблюдать, смотреть за орхидеей и вовремя при необходимости как-то модернизировать этот способ, немножечко его усовершенствовать, что-то видоизменить для того, чтобы все-таки идеально он подошел вашей орхидее. На дно укладываем небольшое количество ваты, стараясь такое вот свить настоящее гнездышко, но при этом много не нужно. Лучше всего его взрыхлить. Так и просыхать будет быстрее, и гигроскопичность при этом никак не пострадает. Для того, чтобы не переувлажнить тот участок, который мы только что обработали, и не задеть его водой, я обрабатываю по краю из пульверизатора, увлажняю вату, стараясь сосредоточить свой уровень, целиться именно по краям. Этот участок по центру мы держим в сухом состоянии. Если немножечко попала струя воды туда, то мы можем вот так вот немножечко даже его
разрыхлить здесь немножечко так вот по краям розеток, или же добавить какой-то сухой кусочек ваты для того, чтобы все-таки здесь было вот, что называется, очень сухо, потому что тем более обработка была вот сейчас же. Осталось дело за малым – поставить нашу орхидею в наш способ реанимации наращивания корней и, конечно же, наблюдать. Все, что нам остается сделать, это сейчас вести полный мониторинг за состоянием, диагностировать любые изменения роста, прыжка или же наоборот какого-то деградации. При необходимости что-то подменять, подкорректировать. Плюс, опять-таки, обязательно повторить обработку препаратом фукарцин участка гнили на шейке орхидеи.